пресс-конференции «Общественные пространства Москвы. Взгляд специалистов». Сегодня у нас в гостях исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, известный датский архитектор и консультант по городскому дизайну, основатель и руководитель компании Gale Architects Ян Гейл, исполняющий обязанности руководителя департамента природопользования и окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский и исполняющий обязанности руководителя НИИП Генплана Москвы Карима Нигматуллина. Также мы ждем главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова. Как только он подъедет, он сразу же присоединится к нашей дискуссии. Наша пресс-конференция посвящена итогам исследования, которое компания Яна Гейла провела по заказу НИИП Генплана Москвы. И в его рамках анализировались качество общественных пространств и общественной жизни в столице России. Немного о регламенте. Мы дадим слово Яну Гейлу, дадим слово Марату Шкерзяновичу Хуснуллину, и после этого будет сессия вопросов и ответов, в рамках которой вы, коллеги, сможете задать вопросы каждому из спикеров. Ну а сначала я бы хотела, чтобы Карима рассказала, почему Гейл, какие задачи ставились перед господином Гейлом и его группой в рамках исследования, и какие результаты НИИП Генплана ожидал получить в рамках исследований и для чего оно было нужно. Спасибо, Ольга. Как родилась идея начать это исследование с господином Гейлом? Мы, конечно же, все понимаем, что комфортный город это является ключевым приоритетом для сегодняшнего правительства. И общественные пространства – это одно из ключевых частей, то, что делает город комфортным. На первом Московском урбанистическом форуме 1,5 года тому назад господин Гейл выступил с блестящим докладом, который очень заинтересовал всех нас и зацепил нас. И нам стало понятно, что необходимо его прекраснейший опыт применить и для Москвы. Господин Гейл имеет широчайший опыт. Он работал и в Лондоне, и в Нью-Йорке, и в Сиднее, и в Мельбурне, и в целом другом большом ряде крупных мегаполисов. Его рекомендации внедряются и улучшают качество большого количества городов. И хотелось бы, чтобы его рекомендации смогли улучшить и нашу столицу. Поэтому задача ставилась вначале именно так. Применить самый лучший зарубежный опыт для того, чтобы повысить комфортность нашего города. С точки зрения та территория, которая исследовалась, у нас было исследование сконцентрировано больше на центральной части города, в пределах Садового кольца, а также рассматривалась территория и ВДНХ. Логика была какая, что необходимо изучить несколько улиц, несколько площадей, провести там исследования как и летом, так и зимой, поскольку зимняя специфика в Москве, она необычная и отличает нас от других городов. А если говорить про общественные пространства, что необходимо, чтобы город был комфортен для московских жителей, как и летом, так и в нашу довольно длинную зиму. Поэтому исследования были проведены в 2 время года. В конце концов, по результатам исследования разработаны целый ряд рекомендаций. С точки зрения рекомендаций у нас была просьба разработать рекомендации как и краткосрочные, которые можно начать внедрять в ближайшую перспективу, так и более долгосрочные, которые потребуют большего времени для внедрения, поскольку мы понимаем, что некоторые вопросы, их можно решить только в течение 5, может быть, даже 10 лет. И мы должны начать работу над этим в ближайшее время. В конце у нас была выпущена такая книжка по этим исследованиям. Эта книжка состоит из 3 частей. Первая часть – это аналитика по международной практике и определяет, где у нас Москва находится наряду с другими крупными мегаполисами. После этого была часть, которая говорит, какое у нас прошло исследование в Москве, какие у нас результаты по Москве. И третья часть – это рекомендации, про которые, я думаю, господин Гейл как раз и расскажет. Также в наших исследованиях было проведено у нас круглый стол
совместно с Московским союзом архитекторов, и также были выступления на площадке Института Стрелки. Поэтому у нас сейчас задача максимально объяснить, какие у нас были результаты исследования. И на будущее мы надеемся, что такого же рода исследования провести на других участках города Москвы, поскольку мы понимаем, что периферийная часть, кстати, любая часть города, которая вне центрального административного округа, где проживает 90% нашего населения, тоже является очень важной, и нам необходимо там развивать общественное пространство. Вот. Большое спасибо. Господин Гейл, вопрос к вам. Насколько я понимаю, я уже имела возможность ознакомиться с докладом по результатам вашего исследования. Выводы такие, что Москва — это город, в котором крайне перегружены улицы и нет места пешеходам, где недостаточно развита система общественного транспорта и общественные места заняты парковками, и где очень мало используются велосипеды. Расскажите, почему вы пришли именно к таким выводам? И самое главное, что нам нужно сделать, чтобы качественно изменить общественную среду в городе? Ну да, прежде я хотел бы сказать, что я из учебной среды, я в течение 40 лет преподавал в университетах, и в течение всего этого времени я преподавал, как нужно использовать города, а последние 20 лет я начал эти знания применять. Во всем мире есть города, которые хотят повысить качество жизни своих граждан. Таким образом, мы поработали в Сиднее, в Мельбурне, в Лондоне и совсем недавно в Нью-Йорке, где я принимал участие в работе группы, которая работала над Бродвеем, над Таймс-сквер, и во многих отношениях город изменила. И теперь то, что мы сделали в Нью-Йорке, приобрело очень большую популярность. Но вот именно поэтому меня пригласили в Москву, для того, чтобы провести аналогичные исследования. В других городах, а также в Москве, мы сделали вот что. Мы постарались определить, что люди используют, какие качества жизни люди могут использовать в Москве, и что люди делают в городе летом и зимой. И затем мы выдвинули идеи и дали указания по улучшению, по исправлению. И надо сказать, что я с огромным удивлением выяснил, что даже в хорошие летние дни в Москве, на московских улицах, на московских площадях, прохожих гораздо меньше, чем во многих других городах, которые я изучал. Даже если погода очень хорошая, людей нет. То есть Москва не тот город, где люди ходят пешком. Это тот город, где люди торопятся от метро на работу и потом с работы опять в метро. Люди не прогуливаются. Это не Париж, где люди прогуливаются, или, скажем, Оксфорд-стрит, или Бродвей. Здесь мы торопимся в Москву, торопимся на работу и опять в метро. Зимой практически то же количество людей на улицах. То есть Москва не такой город, где люди наслаждаются жизнью. Москва — это город, где люди пытаются поскорее что-то сделать. В то время как в других городах сейчас очень быстро развивается культура, которая позволяет наслаждаться жизнью, наслаждаться общением, прогуливаться, посидеть, посмотреть, что происходит вокруг, выпить чашечку кофе на открытом воздухе. И во всем мире в целом города все больше и больше сейчас конкурируют друг с другом по качеству пригодности для жизни, по притягательности. И именно поэтому туда приходят инвестиции, именно туда приходят посетители, именно туда едут туристы, именно там происходят все конференции. То есть, если город пригоден для жизни, если он привлекателен, и именно с этой просьбой ко мне обратился Сергей Собянин. Он сказал, что правительство Москвы хочет повысить пригодность и привлекательность Москвы как города. И нужно быть дружелюбным по отношению к людям. И это ключевой параметр.
Почему на улице так мало людей? Потому что качество города пока что невысокое. Когда мы это выяснили, мы составили программу, в которую входил ряд параметров, позволяющих повысить качество жизни. Все то, что мы предлагаем, в основе своей имеет вот что. Я считаю, что Москва поразительный, очаровательный город. Просто сейчас она захлебывается в потоках транспорта. В течение последних 20 лет Москва была погружена под груды автомобилей. То есть нужно просто несколько лучше выстроить баланс между качеством жизни и транспортными потоками. Нужно повысить качество. Я хотел бы подчеркнуть, что у вас великолепные реки и каналы в городе. Но все они используются для того, чтобы по набережным шли дороги, и более ничего. В то время как в Лондоне, в Нью-Йорке, в Париже эти набережные используются для того, чтобы создать зоны отдыха, разбить парки. И мне кажется, это вполне очевидно. То есть, и рано или поздно это случится и в Москве. Надо использовать набережные по максимуму. Что мне еще понравилось в Москве, так это, что небоскребы в большей или меньшей степени сосредоточены в одном уголке Москвы. То есть мы можем насладиться очень красивой очертанием, очень красивой линией, очень красивыми очертаниями всех зданий и церквей, которые типичны для старой Москвы. Мне кажется, что это тоже повышает качество города. Не пускайте небоскребы в центр города. Выгоняйте их куда-то подальше. Используйте то, что у вас есть. Используйте то, что у вас есть уникальное, потому что скребы — это уникальное сооружение. В Москве так много всего красивого. Задача просто в том, чтобы немножко ее почистить. Я думаю, что на этом я закончу. Да, еще один момент. На старых фотографиях Москвы мы можем видеть, что Москва была раньше гораздо более зеленым городом, чем сейчас. И я настоятельно рекомендую опять ввести зеленое насаждение в этот серый город. Потому что, когда мы идем по Бульварному кольцу, мы не можем видеть ни одного дерева, потому что там 8 полос транспорта. Вероятно, он идет речь о Садовом кольце. Деревья должны быть гораздо более заметными в городе. Я удивлен и я рад тому, что многое из того, что мы собираемся предложить в нашем исследовании, уже сейчас, в этом году, начинает внедряться. То есть, пока мы над этим работаем, правительство Москвы уже начинает это делать. Например, мы писали: не паркуйтесь на тротуарах. И смотрите, на Тверской больше никто не паркуется. Мы говорим: насаждайте зелень. И смотрите, на Тверской уже появляются деревья и зеленое насаждение. Помимо этого, мы посвятили целый раздел низкому визуальному качеству, потому что улица перегружена рекламой. И смотрите, реклама тоже начинает постепенно уходить. То есть очень приятно видеть, что многое из того, что мы рекомендуем, уже начинает внедряться. И я с удовольствием приеду сюда лет через 5 и увижу, что Москва достигла большого прогресса на этом пути. Москва великолепный, очень красивый город. Просто, к сожалению, сейчас о москвичах не очень заботятся, но я надеюсь, что это все-таки произойдет. Да, мы тоже надеемся, что через 5 лет наш город будет намного красивее. Марат Шакирзянович, мне бы хотелось, чтобы вы прокомментировали выводы исследования группы господина Гейла. Со всеми ли из них вы согласны? И что из рекомендаций экспертов вы считаете возможным уже сейчас вписать в градостроительную политику, которая проводится в Москве? Спасибо. Я, во-первых, хочу поблагодарить Яна Гейла за то, что он вот действительно уже 1,5 года с нами вместе работает. И сегодня работа завершена, завершена, я считаю, этап работы, первый этап работы. То есть он дал нам рекомендации. Самое главное, чтобы эти рекомендации были внедрены в жизнь. Вот я как раз хотел бы поговорить о том, что можно внедрить в жизнь, а что нельзя. При рассматривании развития любого города надо смотреть комплексное развитие. То есть нельзя рассматривать только отдельно общественное пространство, нельзя только отдельно рассматривать только транспорт, нельзя только отдельно рассматривать там, предметы строительства. То есть главная задача, что это все должно быть взаимоувязано. И
И вот таким основополагающим фактором взаимоувязки всех этих вопросов является генеральный план. Вот мы сейчас как раз занимаемся тем, что корректируем существующий генеральный план, разрабатываем план на новую территорию. И, конечно, мы бы очень хотели, чтобы Янгел вместе с нами изначально при корректировке этого плана принял участие. Потому что, чтобы постараться исправить те ошибки, которые есть, не допустить будущих ошибок. И мы надеемся, что вот та работа, его видение, его опыт будет, безусловно, нам полезен. Если говорить о конкретных вопросах, ну, например, я могу сказать по ряду тезисов, которые были прописаны в книге, и как мы видим их развитие и практическое применение в Москве. Большое количество набережных и парков, однако они недостаточно благоустроены, затруднен выход к воде. Абсолютно согласны. Вот опять-таки, если сравнивать Москву, например, да, но нельзя Москву сравнивать, скажем, с каким-нибудь маленьким городом, но очень зеленым. Москву можно сравнивать с подобными себе мегаполисами. Потому что если, во-первых, финансовые возможности каждых городов разные, во-вторых, организационные возможности каждого города разные. Поэтому мы считаем, что вообще, вот сравнивая Москву, допустим, с другими мегаполисами, мы можем сказать, что по количеству зеленых насаждений Москва явный лидер среди практически всех 27 мировых мегаполисов. На первом месте в мире находимся. Второй вопрос – качество. Здесь абсолютно Янгел прав. Качество очень плохое. Но посмотрите, у нас 45 парков в работе. Мы последних 2 года колоссальными темпами занимаемся благоустройством парков. Колоссальными темпами. Значит, и на это выделяются колоссальные средства, и уже есть результат. И мы, безусловно, будем здесь этим заниматься. Антон Олегович об этом более подробно расскажет. Что касается воды. Москве на самом деле повезло, что почти 200 километров на территории города проходит река. Это вообще огромное достояние Москвы. Это огромный капитал Москвы, который сегодня 30% только этого капитала используется с недостаточным качеством. Конечно, мы будем этим заниматься. У нас сейчас есть проект, вот Сергей Олегович занимается, мы уже докладывали Сергею Семеновичу по его поручению, мы сейчас разрабатываем проект развития Москва-реки. И я думаю, что это будет проект таким же знаковым, как сегодня Зарядье, а возможно даже еще более знаковым, потому что уже сейчас только вот мы об этом стали говорить и стали готовить техническое задание, уже огромный интерес проявляется, я очень надеюсь, что господин Янгел тоже в этом примет участие. Значит, недостаточное количество зеленых насаждений в городском пейзаже, да, при том, что у нас много насаждений, у нас есть серьезный перекос, где-то леса фактически чуть не, да, неравномерность, но это большая работа, мы этим будем заниматься. Автомобили – доминирующий фактор на улицах. Мало места для пешеходов, неупорядоченная парковка, теснота на тротуарах. Но вы знаете, какую мы сейчас ведем такую сложную, не всегда популярную работу по парковочному пространству. Но мы пошли на эти смелые шаги пока по центру и будем дальше развивать эту программу. Это абсолютно правильное замечание. И мы серьезно занимаемся, чтобы эту диспропорцию сегодня соотношение автомобилей и количество убрать. Но я хочу еще на один фактор обратить внимание. Что бы мы ни говорили, что бы мы ни делали, у нас количество дорог на количество жителей в 3-5 раз меньше, чем у любого мегаполиса мира. Вот по факту это так. Поэтому ожидать какого-то чуда и сказать, что давайте оставшиеся дороги закроем, и значит все будем комфортно ходить пешком, не сможем. Не сможем, потому что это парализует город. Я абсолютно согласен с Янгелом по Тверской. Конечно, Тверскую в идеальном варианте сделать пешеходной. Но если сделать математическую модель движения транспорта, общественного, личного, да, закрытие Тверской приведет к транспортному коллапсу. Поэтому, конечно, мы ее закрывать не будем. Мы посмотрим, как ее благоустроить. Мы уберем все лишние парковки, что уже сделали, да. Значит, сделаем связность между улицами, переходы постараемся увеличить. Но это такая большая задача, которой мы сегодня занимаемся. Но еще на один фактор я бы хотел обратить внимание. Вот нас часто критикуют, говорят, что нужно развивать общественный транспорт, да, и мы этим очень активно занимаемся. Но я могу сказать, что показатель использования общественного транспорта в Москве самый высокий в мире. У нас сегодня в час пик на общественном транспорте передвигается 77% населения. Ни в одном мегаполисе мира такого показателя нету. И мы сегодня, развивая дальше метро, развивая железную дорогу,
Значит, мы хотим достигнуть показателя 80-82%, но это предел. Поэтому здесь, конечно, мы посмотрим, что можно сократить по автомобилям, сделать большой, вот правильно Ангел нам тоже говорит, что надо лучше использовать наземный городской транспорт. Эта программа у нас есть, мы ее реализуем. Если посмотреть все наши те же большие стройки, они связаны в первую очередь с тем, чтобы развивать общественный наземный транспорт. Я уж не говорю про метро. Метро сегодня все понимают, что это для Москвы самый полезный вид транспорта. Значит, хотел бы обратить внимание, что мало двигаются пешеходы. Очень правильное замечание, но здесь, я считаю, есть два фактора. Кроме того, что неудобные улицы и недостаточная связанность, да, но есть еще и определенная какая-то ленность, может быть. У нас люди просто не очень любят ходить пешком. Мы на самом деле, нас в своем роде избаловало, во-первых, наличие метро в большом объеме, которое покрывает на сегодняшний день почти 80% города, да. А второе, все-таки у нас люди все имеют возможность иметь огромное количество автомашин. И прирост автомобилей в год 5-6%. И человек, когда имеет машину, говорит, я лучше вот в машину сяду, в пробке буду стоять, но поеду на своей машине. Значит, у нас, извините меня, в булочную ездят на машинах. Это как раньше говорили, мы не ездим в булочную на такси. У нас люди ездят в булочную на машинах. И, конечно, здесь задача не только создать условия, но и поменять менталитет, потому что движение – это здоровье. Чем больше человек двигается, тем более он здоров. Поэтому, конечно, мы этим серьезно сегодня занимаемся. Мы начали с того, что вот в первую очередь Сергей Семенович дал поручение посмотреть пешеходную доступность от метро. Потому что когда мы проанализировали, сколько люди проходят пешком до метро, оказалось, что если доступность более 5 минут, люди уже пытаются на чем-то доехать. А вообще-то нормальная доступность, человек должен там 15 минут, 10 минут совершенно спокойно пешком проходить. А у нас люди более 5, есть очень четкий показатель, мы провели исследование, значит, при какой доступности люди ходят пешком, а при какой, значит, они двигаются на транспорте. Поэтому, конечно, мы будем создавать в первую очередь подходы к метро. Это отдельная программа, связанная с благоустройством. Но и, конечно же, будем все-таки и стимулировать к тому, чтобы люди ходили пешком. Значит, люди мало находятся на улицах, причем как летом, так и зимой примерно равное количество. Очень правильное замечание, кстати, для меня оно было очень интересным и очень полезным. Я об этом никогда не задумывался, спасибо людям, кто занимался этой работой. Действительно, это показатель того, что у нас среда неблагоприятна, потому что ходят люди только по нужде. То есть вот вынуждены проходить определенное расстояние, поэтому ходят. Это, конечно, большой фронт работы, который нужно делать. Что касается тротуаров, городской мебели и прочего, конечно, мы сейчас начали делать благоустройство тротуаров. Вы знаете, что у нас не очень популярно, не очень, может, удачно это пошло, но мы начали делать. Сейчас мы поменяли подходы. Я знаю, что служба городского хозяйства плитку кладут большего размера, да, уже не так, как раньше, меньше. Стандарты сейчас, вот у нас Москомархитектура, например, с привлечением международных специалистов сейчас разрабатывают новые стандарты благоустройства, чтобы эти стандарты закладывать уже в проектные работы. Например, мы делаем магистраль вылетную, и сразу уже повышенные стандарты благоустройства. Значит, это мы тоже делаем. Недостаток уличных веранд, кафе, ну, здесь палка о двух концах. Конечно, мы хотим, чтобы было больше пешеходных улиц, и мы еще целый подготовили перечень улиц, которые будут пешеходными. Но когда мы делаем большое количество тех же кафе на этих улицах, по ним становится трудно ходить. Вот Камергерский переулок, например, посмотреть, да? С одной стороны, вроде бы хорошее дело, есть кафе, но там все сейчас заставлено. Поэтому мы сейчас опять-таки еще раз смотрим все-таки, чтобы найти вот тот баланс между тем, чтобы были и места общепита, да, но и при этом, чтобы была пешеходная доступность на хорошем уровне. Значит, загромождение улиц изобилием рекламы. Абсолютно правильное замечание. Но если вспомнить Москву 2 года назад, вот, это было вообще что-то другое. Это было вообще страшно смотреть. Вот вы посмотрите, Садовое кольцо, Тверскую с нашими красными растяжками. Фотографии же все остались, мы быстро забываем, а какой была Тверская еще 2-3 года назад. Она была сплошной в растяжках красного цвета. Поэтому мы огромную работу провели, и надо сказать, что кроме того, что правительство Москвы ведет эту работу, она же еще
приводит к тому, что бюджет недополучает огромные деньги. Мы огромное количество рекламы убрали, но это недополученные деньги в бюджет. Но мы на это идем. Мы считаем, что да, город, но мы не можем быть там, как развивающий какой-то уж совсем такой город в сплошной рекламе. Поэтому мы шаг за шагом занимаемся вычищением города от этой ненужной рекламы, даже с учетом экономических потерь. Значит, большие перепробеги пешеходов, вседорожных препятствий, вынужденность, значит, ну, то, что мало переходов через дороги. Здесь надо очень взвешенно подходить. Конечно, правильное замечание, но я могу сказать так. Один светофор на улице наземной приводит к снижению пропускной способности в 2 раза. Мы сегодня при реконструкции вылетных магистралей стараемся 20-30% увеличения, значит, достигнуть пропускной способности. Но вот так вот взять и сказать, что мы все улицы сделаем с наземными переходами, не сможем. Часть улиц точно сделаем. Точно совершенно будем эту работу делать, будем увеличивать связанность, но, наверное, основные магистрали, так магистрали, скажем, 1-2 класса, они все-таки останутся как магистралями. Значит, ну и еще несколько вот замечаний, такие как освещение улиц в темное время суток, правильное замечание, но сегодня у нас принятая огромная программа по подсветке, по освещению улиц. Она не просто принята, она реализовывается. Мы каждый год огромное количество объектов подсвечиваем. И кто вот обращает внимание уже, пока по основным вылетным магистралям, по основным трассам, да, постепенно так по всему городу. То есть мы тоже на это обращаем внимание и работаем. Хаотичное впечатление при прибытии человека в город, неблагоустроенность площади вокзала, в частности Белорусского. Но все железнодорожные вокзалы мы привели в порядок, все вместе с дирекцией железнодорожных вокзалов. Что касается Белорусского вокзала, я официально заявляю, что мы наконец-то там все решения, имущественные споры нашли решение с инвестором, проектируем. В этом году приступим к строительству транспортного узла, в конце 2015 года закончим. Значит, по площади у Павелецкого вокзала мы приняли крайне тяжелое решение, через суд у инвестора изымаем эту площадку. Мы 2 года ждали, когда инвестор там начнет что-то делать, вот на эту яму смотрели. Значит, мэр принял решение, он сказал, неважно, как это решение будет реализовываться, насколько оно, во что оно нам обойдется, изымайте через суд. Значит, изымайте, начинайте приводить в порядок, потом через суд решим, сколько это будет стоить денег, но лишь бы это не стояло в таком состоянии. Поэтому 2 вот основных вокзала мы тоже территорию около них приведем в порядок. Ну а по площади Белорусского вокзала у нас Москомархитектура вообще занимается концепцией благоустройства всей площади с учетом всех прилегающих зданий. И мы ее в течение, я думаю, что Сергей Ильич, наверное, полугода уже утвердим для обсуждения, чтобы вот действительно вот этого некрасивого внешнего вида не было. Ну и неблагоустроенность выходов и спусков к воде, недостаточно обустроенность набережных, я уже об этом говорил, мы в проекте «Москва-река» все это учтем. Поэтому мы считаем, что все предложения конструктивны, мы Яну Гейлу за это благодарны и считаем, что мы не просто как бы о них думаем, мы практически по всем замечаниям, которые сегодня указаны, предложениям, по всем предложениям замечаниям, которые указаны в книгах, в его книге, в его работе, мы по всем этим направлениям сегодня работаем. Спасибо за внимание. Да, спасибо вам за выступление. Я думаю, самое время привлечь к нашей дискуссии коллег-журналистов. Коллеги, задавайте вопросы. При этом я советую вам начинать с Марата Шакирзяновича. У него не очень много времени, поэтому, чтобы он успел ответить на все ваши вопросы, если есть что-то актуальное. Прошу вас. Елена Лыкова, РИА Новости. Вы вот частично ответили на вопрос по площадям, но хотелось бы понять, будет ли какая-то разработана система в целом по развитию московских площадей, ведь они довольно огромные и часто, как вот отметил Ян Гейл, они используются очень пассивно, там мало лавочек и по большому счету служат препятствием для передвижения или для встреч
Будет ли какая-то в этом программа? Значит, мы этим занимаемся. Мы занимаемся площадями в рамках реконструкции железнодорожных вокзалов, потому что практически у каждого вокзала есть привокзальная площадь, раз. Второе, в рамках реконструкции вылетных магистралей, там места, где пересечение есть дорог, там, где есть площади, мы сейчас отдельные стандарты благоустройства разработали с учетом лавочек и всех дополнительных стандартов. Но по остальным площадям мы тоже, в общем-то, занимаемся. Думаю, что все вот эти в рамках развития общественного пространства, все площади будут приведены в порядок. Тверская, 13, Мохов. Марат Шакирджанович, вот принято говорить, когда об общественных пространствах, то имеется в виду центр города. Я хочу спросить, когда начнется формирование общественных пространств, вокруг которых будет концентрироваться общественная жизнь в так называемых спальных районах? У нас, к сожалению, в Москве есть, не буду называть какие, где нет ни одного кинотеатра, нет ни одного фонтана, нет ни одного памятника участникам войны, к которому детишкам можно прийти, так сказать, цветы возложить. Люди едут опять в центр, используют транспорт и так далее. Когда начнется формирование общественных пространств в спальных районах? И почему окружные архитекторы не инициируют формирование вот этих самых пространств на том этапе, когда еще что-то можно сделать, а не потом, когда уже придется переделывать? Спасибо. Спасибо за вопрос. Мы действительно пересмотрели свой подход к развитию окраин. Вы знаете, что мы на окраинах сейчас пытаемся создавать рабочие места, пытаемся создавать именно места притяжения, чтобы люди могли и жить, и работать, и отдыхать, и все, чтобы это было в пешей доступности. Например, я приведу пример китайцев. Они сегодня при проектировании новых городов так проектируют город свой, чтобы была пешая доступность не менее 50%. Что это значит? Чтобы на работу, места отдыха можно было, половина жителей могло ходить пешком. Вот это действительно новый подход. В рамках существующего города взять и перестроить огромный мегаполис за 1-2 года невозможно. Но мы уже при формировании, технического задания на проектирование микрорайонов уже ставим задачу выделять отдельное общественное пространство. Например, я могу Некрасовку провести недалеко от Кожухова. У нас в Некрасовке уже сейчас в центре строящегося микрорайона запроектирована большая городская площадь. И у нас, если изначально было предусмотрено, что мы туда выведем станцию метро, мы именно из-за того, чтобы из площади не делать такое столпотворение, метро вывели чуть в сторону, а площадь городскую оставили. И Сергей Олегович сейчас при рассмотрении новых территорий обязательно этот принцип учитывает. Это будет и в административно-деловом центре. Сейчас новая площадь уже сразу в техническом задании заложена, в новом проектируемом. И сегодня это заложено в Рублево-Архангельском. То есть то, что вы говорите, мы действительно сейчас этим занимаемся. Я могу 2 слова добавить еще к этому вопросу. Во-первых, на приценных территориях отдельная программа по паркам по поручению Сергея Семеновича разрабатывается, и она вошла в схему, которая сейчас делается и войдет в генеральный план города Москвы. Это вообще большая система, такого, я думаю, что беспрецедентная, на самом деле, программа для таких больших городов. Плюс мы объявляем на днях, будет отдельное об этом сообщение, конкурс на парк большой на Ходынском поле. Но это не самый спальный район по удаленности, но уже, в принципе, тендирующий к этому. На Зиле и в Нагатино уже утверждены, тоже сделаны общественные пространства в больших количествах при планировании вот этих территорий, тоже все об этом проекте много знают. То есть действительно мы не только на уровне теории и на уровне работы с Яном Гейлом, но и на практике сегодня в той документации, которая выпускается, уже заложены и будут в ближайшие годы воплощаться очень интересное общественное пространство именно на городской периферии. Спасибо. Пожалуйста, следующий вопрос. Марат Шакирджанович, вы уже упомянули, что места под общественное пространство достаточно проблематично выделять. А рассматриваете ли вы варианты при реконструкции промзон создавать общественные пространства? То есть не только ЗИЛ, как, например, а в принципе? Спасибо, очень хороший вопрос. У нас действительно запас по созданию общественных пространств только на промзонах в рамках существующего города. У нас парки не до конца облагоустроены, мы можем облагоустроить туда, привлечь жителей. Но и в промзонах при проектировании территории, безусловно, будем это закладывать в проект планировки.
Знаете, чтобы не приходилось отдуваться только Марату Шкерзяновичу, у меня вопрос к Антону Олеговичу Кульбачевскому. Антон Олегович, среди претензий группы Яна Гейла к нашим паркам это то, что люди в них в основном или сидят, или стоят, а активности культурной, спортивной мало. Вот как вы считаете, какая должна быть активность, при том, что у нас есть природные территории, а есть парки культуры и отдыха? Вы совершенно правы. Природная территория от парка культуры и отдыха должна отличаться, она отличается. Понятно, что они все являются составной частью общего общественного пространства, потому что, на мой взгляд, общественное пространство начинается со двора дома, потом ты выходишь на улицу, оно продолжается, либо это бульвар, либо сквер, а дальше уже ты должен, скажем так, в пешей доступности ножками дойти либо до ОПТ, до природного парка, до ландшафтного парка, где можно позаниматься спортом и заняться, скажем так, активными видами отдыха. Но это однозначно должно быть, потому что где еще, допустим, на велосипеде кататься, на роликах бегать или на лыжах, или просто бегать летом, да, как не на озелененных территориях и не в наших лесопарках. Они, в принципе, для этого и созданы. А вот уже парк культуры и отдыха непосредственно, он должен иметь совершенно другую начинку, совершенно другую составляющую, там должно быть больше увеселения, там могут быть какие-то шумные мероприятия проходить, потому что его назначение такое, могут быть аттракционы, и могут быть различные, опять же, виды отдыха. Поэтому вот как раз все эти территории являются частью общего общественного пространства, но они по назначению, по функции, конечно, разделяются. Спасибо большое, коллеги. Следующий вопрос. Пожалуйста, в первый ряд. Российский союз строителей Козлов Сергей Владимирович. Вот вы говорили о развитии Москва-реки, но в Москве ведь существуют и малые реки. Вот, например, река Сетунь, она практически через полгорода течет, но не обустроена. Будет ли обустраиваться малые реки и в какие сроки? Давайте я отвечу, потому что все-таки долина реки Сетунь и вся река Сетунь, которая протекает по Москве, это особо охраняемая природная территория, это ландшафтный заказник. То, что она не благоустроена еще до конца, УПТ, наверное, до конца благоустроить невозможно. Мы сейчас очень большую работу за 2 года провели, мы почистили мусор, мы кое-где, опять же, в точках притяжения жителей создали уже такие нормальные рекреационные зоны. Опять же, они там не несут под собой какую-то серьезную нагрузку, но, по крайней мере, там безопасно прогуляться. В том числе можно посмотреть, есть уже смотровые площадки. Там в некоторых местах в черте Москвы живут бобры, семьи бобров, да. Уже есть такие у нас смотровые площадки, где можно посмотреть за жизнью птиц водоплавающих, посмотреть бобров. Ну и, наверное, основная к нам претензия, то, что очень мало переходов через Сетунь именно вот для пешеходов, да, то есть нету мостика. Мы тоже сейчас такие маршруты смотрим, есть уже натоптанные места, намоленные, да, где люди в любом случае ходят и переправляются через реку, потому что, понятно, там либо срезать угол, либо пройти напрямик. Вот такие места нами выявлены, и у нас по Сетуни, в принципе, я не говорю, что какие-то грандиозные планы, мы ее благоустроим, почистим, и там будет комфортно, безопасно отдыхать и, по крайней мере, прогуливаться по этой реке. Это, наверное, одна из рек, которая не закупорена и не является сетью Мосводостока, поэтому, конечно, для нас это очень ценный природный объект, и мы будем им заниматься. Но еще я хотел бы на что обратить внимание, мы все-таки в каждой работе идем поэтапно и соизмеряем наши экономические возможности с полученным результатом. Например, я скажу, когда мы говорим Москва-река, привести ее в порядок, да, но чтобы привести набережную, все набережные Москва-реки вот по сегодня существующим сложившимся ценам, это будет стоить более 100 миллиардов. Вот даже без экспертизы я могу сказать, что это колоссальные деньги. И вот их просто взять и так один раз сказать, что мы вот так все это сделаем быстро, мы обманывать не будем, поэтапно. Сначала основной этап Москва-реки, там, где возможны природные заказники, малые реки, которые действительно на территории города находятся. У нас большое количество прудов в городе. Это тоже общественное пространство, и мы шаг за шагом как бы этим занимаемся. Кстати, пруды в основном находятся в спальных районах. У нас сейчас порядка 5-6 прудов в работе находится по благоустройству. Причем в таких, что значит благоустройство? Это не просто порядок там берега привести, это же их очистить, серьезно сделать дополнительный материал работы, чтобы они дальше не продолжали так засоряться. То есть это такая большая работа, и мы, исходя из нашего бюджета, все-таки выбираем приоритеты, но на это деньги выделяются ежегодно.
Добрый день, это журнал «Когдат», Панарин. Игорь, у меня вопрос сразу ко всем спикерам, и к Марату Шакирзяновичу, и к Олегу Олеговичу, и Антону Олеговичу, естественно, и Яну Гейлу. Я хотел бы обратить сейчас к дискуссии, международной дискуссии о том, что уместно в больших городах, мегаполисах, ландшафтный дизайн, то есть зеленый дизайн, или сохранение естественных природных территорий. Сколько я мог слышать на международных конференциях аргументы и той сторонников, и той линии, и другой, и те, и другие выглядят, звучат очень убедительно. И какой из мейнстримов, предположителен в Москве? Все-таки вот ландшафтный дизайн, как, например, что касается проекта Зарядье, либо все-таки сохранение особо охраняемых природных территорий. Спасибо. Я, можно, коротко отвечу. К сожалению, сказать, что для Москвы есть какой-то готовый рецепт, нельзя. Это очень индивидуальный вопрос. Каждой территории, каждому району, каждому конкретному объекту нужно принимать решение. Где-то ландшафтный дизайн делать, где-то сохранять существующие территории. Это работа, которая делается в ручном режиме. И мы все этой работой занимаемся и комплексно ее оцениваем и принимаем решения. Если можно, я бы еще на пару вопросов ответил, коллеги. Вы меня отпустили, у меня в 2 часа начинается следующее совещание. Хорошо, коллеги, у кого вопрос к Марату Шакирзяновичу? Так давайте мы спросим вот там ряду наверху. Дайте трубку. Да, трубку хотел сказать, микрофон. Здравствуйте. Мы представляем город Липецк. Вот в продолжении Ничего себе. С Липецка приехали к нам на пресс-конференцию. Просто в продолжении как раз разговора о пойме реки Сетунь наша компания СУ-11 Липецкстрой, которая в прошлом году отпраздновала свое 45-летие, работает на строительном рынке Москвы и как раз строила на улице Староволынской в пойме реки Сетунь. А сейчас вот ведется строительство на Крылатских холмах. Вот в связи с этим у нас такой вопрос. Ведется ли какой-то отбор строительных компаний, которым доверяют строительство в городе Москве в особо охраняемых природных территориях и исторически ценных местах, таких как вот Крылатские холмы, пойма реки Сетунь и так далее? Не ведется. Мы работаем по 94-му ФЗ, там нет никаких ограничений для природоохранных территорий или особо охраняемых территорий. То есть условия конкурса одинаковые, прописаны на федеральном законодательстве. И я добавлю, у нас строительство на особо охраняемых природных территориях капитально запрещено, поэтому если какие-то объемы там и появляются, то спортивные объекты, они не такие большие. Я думаю, что крупные компании такие объемы будут просто неинтересны. Спасибо. Там есть еще вопросы у галерки, вот в ряду напротив. Давайте мы им тоже передадим слово. Яна Маевская, газета «Московская правда». У меня вопрос про ленивых пешеходов. У московских ленивых пешеходов есть оправдание: сильная загазованность улиц. Пройдешь 15 минут по улице, надышишься выхлопными газами так, что легкие придется отмывать. Вот в связи с этим такой вопрос: будет ли развиваться общественный наземный транспорт с упором именно на экологичные варианты, с электродвигателями, например, и будет ли поощряться личный экологичный транспорт, такой как электромобили и велосипеды? Я бы с удовольствием доехала сюда на велосипеде, если бы его было здесь где поставить, и если бы были удобные велосипедные проезды. Спасибо. Я отвечу. У меня, знаете, очень хороший вопрос. Вот мы только что приехали сейчас с Московского нефтеперерабатывающего завода. На Московском нефтеперерабатывающем заводе завершена очередь по специальная установка по очистке бензина. И они вышли сейчас на объемы производства бензина по стандартам Евро-5. Вот переход к Евро-5, если мы перейдем всем городам на топливо Евро-5, Антон Олегович, насколько у нас снизится выброс вредных веществ? По вредным показателям 5 раз. В 5 раз. То есть вот в 5 раз увеличится количество вредных выбросов. Но я хочу сразу пояснить, что проблема любого мегаполиса – это все-таки транспорт. И транспорта в городе, у нас в городе ежедневно движется 2,5 миллиона автомобилей. Вот 2,5 миллиона автомобилей по городу за сутки движется. Сказать, что мы надеемся, что может сократиться на 20% количество автомобилей. Но в принципе они не прекратят ездить, поэтому они будут ездить, они будут, безусловно, в меньшем объеме, но выбрасывать вредные вещества. Поэтому, конечно, вдоль
вылетных трасс, вдоль основных трасс ни в коем случае нельзя ходить пешком или там, тем более там, бегать. Потому что я удивляюсь, когда вдоль вылетной трассы человек бежит. Но он просто о своем здоровье не думает. Потому что этого делать нельзя. Но у нас 30% территории города находится в зеленых насаждениях. Поэтому я говорю, когда люди мало ходят, это надо все-таки ходить больше в парках, в местах, где это можно ходить. А что касается по другим видам экологического транспорта, Антон Олегович, наверное, об этом расскажет лучше, потому что я знаю, под это есть специальная программа. Марат Шакирзянович, последний вопрос. Просто я вижу, что девушка очень долго просит слова. Раз Пожалуйста. девушка просит, не можем отказать. Да, спасибо большое. Информационное агентство «Итартас», Светлана Афонина. Марат Шахризянович, скажите, пожалуйста, принято ли решение по территории, прилегающей к БСА Лужники, будет ли она видоизменена в рамках реконструкции объекта? И если это решение принято, будет ли эта территория включена в тендер? Спасибо. Давайте уточним, о какой территории, прилегающей к Лужникам, идет разговор. Ну, есть мнение, что тендер будет включать в себя реконструкцию существующих транспортной сети, которая прилегает к арене. Давайте так, я вам объясню. У нас есть на Лужниках утвержденный проект планировки. Значит, на всю территорию Лужников. Значит, сейчас мы разрабатываем на проект планировки на территорию, которая примыкает к Лужникам. Это между третьим транспортным кольцом и основными Лужниками. Там сейчас мы тоже проект планировки прорабатываем. Плюс мы смотрим возможность улучшения транспортных связей, но, к сожалению, кроме как дополнительный въезд и выезд на третье транспортное кольцо, там ничего сделать другого нельзя, поэтому транспорт в основном останется в тех же объемах, которые там есть. Мы как раз, есть вопрос по количеству парковочных мест, мы как раз 18 числа вот с Сергеем Олеговичем проводим встречу с ФИФА, с руководством ФИФА, где мы будем обсуждать те требования, которые нам предъявляются для проведения чемпионата мира. И одно из вопросов, которые мы ставим ФИФА, чтобы они все-таки нам количество парковочных мест уменьшили. Почему? Потому что у нас на Лужники есть достаточно хорошая доступность через метро. Поэтому мы просим уменьшить количество парковочных мест, хотя изначально их требования очень большие. Я думаю, что мы об этом договоримся. Поэтому Лужники с точки зрения транспорта особо сильно ничего меняться не будет. Спасибо большое, Марат Шакирзянович. Мы вас отпускаем. Ждем в следующий раз на пресс-конференциях в РИА Новости. Спасибо. Коллеги, у нас продолжается... Хочу всех поблагодарить тогда. Все, до свидания. Спасибо. Коллеги, наша пресс-конференция продолжается. Поэтому я думаю, что у вас наверняка найдутся вопросы для других наших спикеров. Ну а пока у меня вопрос к Сергею Олеговичу. Сергей Олегович, Марат Шакирзянович уже говорил о таком замечании группы господина Гейла, как низкое качество уличной архитектуры. Есть ли планы привлекать, может быть, молодых дизайнеров и архитекторов к каким-то разработке инновационных предложений по комфортной уличной мебели и малым архитектурным формам в Москве? Спасибо. Ну, во-первых, надо разделить тут несколько, что такое уличная архитектура. Если говорить о дизайне самих малоархитектурных форм, то я считаю, что это, такая проблема отчасти тоже существует, но она стоит далеко не на первом месте у нас, если говорить вообще о комфорте улиц. Действительно, проблема московская и вообще российского такого советского градостроительства последних десятилетий в том, что улица, как общественное пространство, а сегодня мы говорим об общественных пространствах, вообще, к сожалению, осмысленно не была. То есть улица воспринималась как некий транзит транспорта, и если пешеходов, то тоже транзит. Ни в коем случае не место, где люди общаются, живут и проводят время так, как его проводят на общественном пространстве. Поэтому первоочередной задачей по работе с улицами я вижу именно начало уже в планировании, в работах планировочных, закладывать структуру такую, просто постановки зданий, да, вокруг создания улиц и площадей, чтобы они образовывали комфортные пространства по своим пропорциям, по своему функционалу, потому что наполнение первых этажей в здании, например, крайне важно для улиц, чтобы там происходила жизнь. Также имеют большое значение пропорции, ширины тротуаров, проезжей части, организация парковки и наличие уличной мебели, элементов дизайна или элементов, скажем так, зонирования тротуаров прежде всего, наличие их само по себе.
потом уже, только после этого, встает вопрос их качества дизайнерского. Поэтому мы над всеми элементами работаем. Сейчас, как уже Машка раньше упоминал, у нас разрабатываются стандарты благоустройства, где как раз зонирование тротуара будет большое внимание уделено стандартам, какие элементы должны включаться. Вот, а по дизайну городской мебели постоянно у нас проходит, ну вот сейчас ArtPlay проводил, знаете, может быть, конкурс по элементам городской мебели. Мы постоянно следим за тем, что появляется вообще на рынке, что можно интегрировать в проекты городские. Есть некая выборка типа каталога, который мы создали по тому, что рекомендуется ставить, что не рекомендуется с точки зрения именно дизайнерских своих характеристик. Этим вопросом мы тоже занимаемся, но еще раз говорю, он, в принципе, для Москвы такой не первоочередной, конечно. Хотя, ну, тоже важно, приятно, когда красивые предметы стоят. Коллеги, у кого еще вопросы? Журнал строительства Рузиборов. Вот вы знаете, не сложилось какого-то такого целостного впечатления о том, как все вот то, что господин Ян Гейл здесь озвучил, и Марат Шахрезянович тоже, будет осуществляться в плане том, как это все будет учтено в генплане, в каких-то других планах города, чтобы это не было каким-то очередным залатыванием дыр. Вот сказали, нет спусков, давайте сделаем несколько спусков. Да? Сказали, там пешеходы там мало ходят, давайте мы их, так сказать, да? Вот. Как это будет в плане, в генплане? И вообще, что сейчас за генпланом у нас происходит? Что-то вот мы недавно принимали его, сейчас что-то меняется. Вот, если можно. Спасибо. Ну, давайте я, наверное, начну рассказывать, может быть, коллеги дополнят о чем-то. Значит, во-первых, как внедрить рекомендации Яна Гейла и вообще зачем нужна была эта работа? Значит, мы, безусловно, когда работу заказывали, понимали, какого характера рекомендации мы получим, потому что мы знаем о деятельности Яна Гейла, в принципе, очень хорошо информированы. Примеры развития городов, где он работал, рекомендации тоже мы знаем. Вот, поэтому совершенно сознательно эта работа была заказана, чтобы именно состав рекомендаций для Москвы получить не просто так для информации, что нам чего-то не хватает, а именно для воплощения. Как и Ян уже отметил, и уже, наверное, многие заметили, многие из вещей, которые есть в рекомендациях, уже воплощаются. Еще раз, это касается и упорядочения городских, ну, дизайна информационной графики, рекламы, работы с тротуарами. Как я уже упомянул, сейчас разрабатываются стандарты благоустройства, прилегающих к проезжей части, то есть и тротуаров, и фасадов домов, и зеленых насаждений. То есть то, что содержит в себе, еще раз говорю, элементы общественных пространств, удобных для человека, это уже все в работе находится, в проектировании. Но надо понимать следующую вещь, что сказать, что можно сейчас взять эту книжку и превратить ее в жизнь в течение года или двух, конечно, невозможно. Это такой стратегический план развития. И мы понимаем, что город, который мы хотим получить, он в этой книге описан отчасти, как идея в генплане, который мы будем делать, сейчас мы до этого подойдем, он будет описан более детально и подробно, там будет приложена стратегия развития, план реализации генплана. И я считаю, как показывают примеры других городов, и за какой срок такие преобразования осуществимы, это все равно такой план довольно долгий. Не то, что он на долгие десятилетия, но в принципе все равно это период времени. Ну, можно посмотреть, как реновировались города такие проблемные, где были сложности. Например, Берлин или Мехико или Токио. Вот Токио был относительно недавно. Город, который имел гигантские проблемы урбанистического характера, очень похожий на Москву, и с пробками, и с экологией, и с нехваткой общественного транспорта еще в конце 70-х, середине 80-х. Вот сегодня пришел в прекрасное состояние благодаря реализации планомерно таких мероприятий. Поэтому тут, как говорим, когда мы будем это воплощать, это действительно вопрос все-таки еще и сроков. Да, это определенная стратегия. Что касается генплана, ну, надо понимать, что элементы генплана многие находятся в разработке частями. То есть вот территориальная схема на определенной территории уже довольно глубоко проработана, это большая часть генерального плана. Такие программы, как Москва-река, например, или отдельные элементы, которые в генплан мы добавляем, так у нас генплан будет приведен к стандартам мастер-планирования международным. Там будет добавлен ряд научно-исследовательских работ, которые его к этим стандартам приблизят. Что очень важно, над этими работами мы тоже работаем. Сейчас нормы и правила проектирования разрабатываются. В этом году контракт будет завершен, где как раз, вот опять же, многое из того, что, о чем Ян Гейл говорит, многое из того, что я сегодня упоминал, уже закладывается именно в нормативы для проектирования. То есть надо понимать, что, да, ну и сам генплан по планам должен в ближайший год-полтора скорее, чем год, может быть, даже 2, будет откорректирован, потому что большая действительно работа очень несложная, что нам сегодня мало того, что мы должны в генплан, как это делалось раньше, сделать некую очередную итерацию развития, которая продолжалась постепенно. Надо понимать, что сегодня мы должны
в общем, такой гигантский маятник, который долго очень летел в определенном направлении, которое никому теперь не нравится, да и, в общем, никогда не нравилось, качнуть в обратную сторону. И вот чтобы это сделать, это, к сожалению, работа совсем иного характера, чем она была, например, в генплане, который сейчас является актуальным, 2010 года утвержден, даже в генплане, который был до этого. То есть тут мы понимаем, что принципы градостроительные, по которым развивались советские города, не только Москва, кстати говоря, они, к сожалению, и не породили вот тех общественных пространств. А общественное пространство является, ну, вообще разделение на частное и общественное пространство, это, в принципе, кульминация любого планирования. Да? Это, если человек удовлетворен по своей части приватной жизни и публичной, он счастлив. Так вот, к сожалению, этого счастья человеческого в этом градостроительстве не случилось. Вот мы к нему не пришли. Сейчас мы понимаем, что нужно всерьез запустить этот маятник в обратную сторону и начать двигать всю эту историю постепенно, а это колоссальную инерцию процесс имеет, постепенно в обратном направлении. Поэтому мы работаем очень активно, и эти вещи будут воплощаться. Я надеюсь, что в течение, там, если все будет идти по плану, ну, Карим Робот, может, добавит комментарии по срокам точным. Я сейчас так хорошо не помню, что мы там заложили. Но это порядка следующих 2 лет генплан будет новый. Да, я добавлю. Очень часто задается такой вопрос, что вообще-то Институт генерального плана города Москвы, который заказал эту работу, он занимается вопросами градостроительства, а это у нас вопрос благоустройства. Почему же Институт генплана занимается такими тематиками? И это один из ключевых вопросов, потому что он показывает, что у нас меняется менталитет. У нас отдается приоритет общественным пространствам не только на уровне того, что это благоустройство, а именно на уровне того, что это часть городской среды, которую необходимо планировать с самого начала. Не то, чтобы потом вносить какие-то минимальные корректировки, когда, вот мы вспомнили, что у нас есть общественные пространства, а закладывать это в своих первоначальных планах. Поэтому это первое ключевое такое принципиальное изменение в нашем мышлении. Для сотрудников нашего института эта работа, чем она важна? Она напоминает нам о том, что необходимо думать об этих зеленых пространствах, о более широких тротуарах. Это вот именно то напоминание, которое отражается теперь во всех наших проектах. То есть можно смотреть, конечно, стратегически, заложить генеральный план, но можно еще смотреть на те проекты планировки, которые постоянно выпускаются, и оценить их качество, включают ли они эту идеологию или нет. Проект планировки ЗИЛ, вот все-таки у нас уже работа эта велась, и по проекту планировки ЗИЛ мы делали особый акцент на то, чтобы были нормальные пешеходные пространства вдоль реки. Мы думали о том, чтобы были велосипедные дорожки именно на той же площади, потому что мы помним о том, что велосипеды это важная часть тоже городских пространств и помогает людям передвигаться и думать вообще о передвижении по городу в другом стиле. По территориальным схемам в Троицком и на Московском административном округах, как раз как Сергей Олегович сказал, что мы делаем акцент на то, чтобы были целый ряд парков на этой территории. У нас рассмотрели мы размещение 46 участков под парки потенциально. Есть парки, которые небольшие, есть парки, которые крупные. Мы именно вот в самом менталитете и мышлении эта работа, она нам помогает думать на современный лад так, как планируются крупные другие мегаполисы. Также хотелось бы сказать еще один пример. Проект «Зарядье», конкурс на парк «Зарядье» тоже отражает вот именно то, что закладывается, что у нас сейчас делается акцент на общественное пространство с самого начала. И когда, конечно, идет речь о самом начале, о самых таких стратегических задачах, это работа у нас генерального плана. Генеральный план либо включает в свои цели развитие общественного пространства или нет. Сейчас в новом генеральном плане развитие общественных пространств – это как одна из ключевых целей нашего генерального плана нового. Поэтому это закладывается как ключевой приоритет. Наверное, еще имеет смысл сказать, что с точки зрения, какие есть еще стратегические документы, у нас есть генеральный план, также у нас есть еще и ПЗЗ, и также есть у нас нормативы. С точки зрения нормативов, очень часто нормативы, они прорабатываются в том контексте, что какая у нас должна быть обеспеченность на человека. Но с точки зрения более детального проектирования на объекты благоустройства, вот эти нюансы, иногда они остаются более недоработаны. И сейчас мы делаем особый акцент, чтобы об этом тоже не забывать, чтобы как именно проектировать вот эту городскую среду так, чтобы она была комфортной для людей.
Наверное, на эту тематику все, но хочу еще добавить один пункт про экологичные виды транспорта, поскольку был такой вопрос. Хотелось сказать, что 23 июля, тоже как раз на площадке РИА Новостей, у нас будет проходить международная конференция по транспортным вопросам, по транспорту в городе Москве. И как раз одна из сессий будет по экологичным видам транспорта, где мы обсудим как развитие и велосипедных пространств, так и пешеходного пространства, и тоже трамваи. Легкорельсовый транспорт очень активно обсуждается в различных кругах, и мы понимаем как раз и по рекомендациям господина Гейла, что легкорельсовый транспорт может очень помочь ситуации в Москве, как и транспортной, так и экологичной. Поэтому, если есть интерес, приходите. Коллеги, еще вопросы? Вижу девушку во втором ряду. У меня вопрос к Яну Гейлу. В своем докладе вы отмечали, что город насыщен историческими объектами, но их, к сожалению, не видно. Туристы, они до них довольно трудно добраться и найти туристам. Вы не могли бы подробнее рассказать, вот чего не хватает? Простых указателей или еще должны быть какие-то информационные, ну, не знаю, карты, может быть, маршруты какие-то, которые бы помогали найти любой памятник, который интересен? Ни для кого не секрет, что мы в этом проекте несколько раз уже говорили, что для того, чтобы столица Российской Федерации была хорошим городом, она должна стать городом, куда будут приезжать люди со всей страны. Но помимо этого, города конкурируют друг с другом, и наша задача сделать так, чтобы в Москву приезжали посетители, приезжали туристы. А что мы знаем про туристов? Туристы приезжают в города, они много ходят пешком, любят посидеть, и обычно они ходят по городу. Например, возьмем Париж. Что любят делать туристы Парижа? Они любят гулять по улицам, по площадям, и поэтому мы хотели бы сделать город такой, в который людям приятно приезжать. Но, разумеется, для этого нужно, чтобы и жителям города здесь также было приятно находиться. То есть речь идет о создании культуры, в которой общественные зоны становятся местом, где люди могут жить, которые улучшаются таким образом, что люди чувствуют, что их приглашают провести больше времени на улице, погулять, посидеть. С моей точки зрения, хороший город — это такой город, где ты наслаждаешься жизнью, а не просто идешь из пункта А в пункт Б, делаешь то, что нужно сделать. Речь идет о том, что нужно наслаждаться прогулками, наслаждаться теми местами, где можно сесть, посидеть. Возьмите Рим, например, с его великолепными площадями. Или возьмите великолепные кафешки на Елисейских полях. Есть много мест, где людям приятно находиться в городе. Есть много таких городов. И вот эта любовь к городу, это чувство наслаждения городом пока еще не наступило в Москве. В Париже это уже есть, а в Москве я вижу большой потенциал для этого. Это один из тех выводов, которые я сделал в своем докладе. Это поведение гостей города, которое пока что не учитывается. И я хотел бы затронуть другой вопрос, который уже обсуждался. Это касается менталитета, образа мышления. Образ мышления парижан невозможно применить к Москве. Ну, может быть, это было сказано несколько не так, но я слышал именно так. Я это слышу во всех городах, где бы мне приходилось работать. Мне всегда в самом начале говорят: вы должны понять, что мы в Нью-Йорке. Наш город не такой, как все остальные. Мы не можем сделать так, как вы рекомендовали делать в Париже или в Бельморне. Потому что мы же в Нью-Йорке. А потом правительство начинает постепенно улучшать жизнь города, и совершенно неожиданно Нью-Йорк начинает быть похожим на Париж и на Мельбурн. Потому что на самом деле речь тут идет просто о Homo sapiens и о том, что нам, как людям, нравится. Ряд городов ввел политику, согласно которой в городском планировании
горожан приглашают давать свои рекомендации. То есть люди говорят, мы должны по городу как можно больше ходить, должны как можно больше кататься на велосипеде. Нам нужно как минимум час физической нагрузки в день для того, чтобы быть здоровым, для того, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения. В наше время люди умирают прежде всего не от курения, а от того, что у них недостаточно движения от переизбытка веса. Теперь есть это уже в Нью-Йорке, в Мельбурне, в Копенгагене. Есть возможность как можно больше ходить пешком, как можно больше передвигаться на велосипедах. Это хорошо для окружающей среды, это хорошо для качества жизни города, это хорошо для вашего здоровья. То есть вот какое изменение нужно внести в качество жизни города. Ну, мне кажется, что сегодня мы прежде всего обсуждаем два вопроса. Во-первых, ряд вопросов, которые были разработаны и предложены, но во-вторых, нам нужно обсудить тот процесс, с помощью которого нужно изменить отношение к жизни в городе, изменить отношение к качеству жизни, к нашему, к тому, как мы город используем. И мне кажется, что многие города сейчас находящиеся на переходном периоде, делают эксперименты. Например, правительство города говорит, по воскресеньям улицы не так активно загружены, поэтому давайте ряд улиц закроем по воскресеньям для автомобильного движения, пригласим туда велосипедистов, роллеров, пешеходов и посмотрим, что получается. Или другие эксперименты. Например, в рамках эксперимента Нью-Йорк перекрыл Бродвей, но им так понравилось, что они не хотели его открывать опять. То есть можно проделать массу разных экспериментов, которые позволят людям увидеть, что город — место не для автомобилей. Город — это место, где можно наслаждаться жизнью, общением друг с другом, где можно просто жить. И все это в голове. Нужно изменить образ мышления, тогда мы будем улучшать жизнь. Пожалуйста, давайте я посмотрю, сколько еще вопросов осталось, чтобы мы могли спланировать работу дальше. Так, начнем с девушки, которая еще не задавала вопросы на последнем ряду. Елена Мамонова, газета «Московская перспектива». Вопрос господину Гейлу. Обратили ли вы внимание в своем исследовании, что на наших общественных пространствах фактически отсутствуют маломобильные граждане? В городе очень много инвалидов, но на улицах вы их не встретите. Есть ли какие-то рекомендации по решению этой проблемы? И, возможно, Сергей Олегович что-то дополнит, какие-то конкретные меры намечены ли, чтобы решать эту проблему? Спасибо. Да, мы отметили в нашем отчете этот факт. Особенно учитывая необорудованность подземных переходов, на улицах Москвы практически нету колясочников. Помимо этого, на московских улицах практически не видно детей и престарелых, потому что этим группам населения также очень тяжело передвигаться. В целом, население России стареет, и поэтому нужно постараться обеспечить для этих людей жизнь таким образом, чтобы по городу мог передвигаться любой наравне со всеми остальными, а не только полностью работоспособные люди. То есть это общее требование во всех городах, и многие города над этим сейчас активно работают. И я знаю, что сейчас этот момент учитывается также и в планах правительства. Конечно, с учетом всех ограничений. Но я бы хотел, чтобы через 20 лет я увидел, что система транспорта в Москве организована таким образом, чтобы совсем не осталось подземных переходов, но можно было пересекать улицы по поверхности, так как это делается в Монреале, в Нью-Йорке и во многих других городах мира. В Мельбурне, там, в других городах. Это можно сделать. И я думаю, что эти подземные переходы являются наследием предыдущей системы, потому что их можно встретить только везде, где имел влияние Советский Союз, где имели влияние советские транспортные инженеры. Ну, я думаю, что через 20 лет мы увидим зеленые бульвары, люди переходят улицы по поверхности, много прохожих на тротуарах, и я уверен, что и летом, и зимой люди наслаждаются жизнью в городе.
могу сказать, что действительно любой спускоподъем для маломобильных групп это тяжелое мероприятие, но у нас, к сожалению, не охвачено еще много аспектов. И вообще город доступный для всех. Ну, у Кристофера Александра несколько глав в книге его прекрасной посвящено и работе, как город должен работать с пожилыми, и с детьми, и с любыми. Потому что маломобильные это не только инвалиды, это еще и мамы с колясками, например, и для них тоже большая проблема передвигаться. Но я хочу сказать, что, безусловно, есть у нас стандарты уже, и все здания проектируются так, чтобы был доступ. Возможно, вы видите, что новые здания строятся, и они опоясаны часто, что, кстати говоря, портит внешний вид бывает, но надо искать постоянно эти компромиссы. Рампы, подъемники, пандусы для инвалидов, чтобы было удобно. И процесс, к сожалению, действительно, так как ему долго очень внимания было не уделено вообще никакого, он очень инерционный, опять же. И есть действительно сложности все еще, хотя мероприятие проводится. И я-то думаю, что если мы будем в целом двигаться к более здоровой среде, то есть каждый наш следующий шаг будет нас приближать к цели, а не удалять от нее. Если мы в каждом следующем проекте будем этому уделять внимание и помнить об этом, то, конечно, шаг за шагом мы ситуацию поправим. Но тут тоже, к сожалению, нужно проявлять терпение. Хотя, еще раз говорю, об этом аспекте активно думают и проектировщики, и городское руководство. Я думаю, что изменения будут заметны. Спасибо. Насколько понимаю, у нас последний вопрос из зала. Пожалуйста, вот вы, проси слово. У меня вопрос к Яну Гейлу. Дело в том, что на Балтийском форуме мне довелось общаться с министром торговли Дании Пи Олсен Дюр. И, как оказалось, она очень внимательно следит за передвижением идей Яна Гейла по миру. И она даже подарила такую фразу «походы Гейла». Походы Гейла в Нью-Йорк и так далее, так далее. Вот интересно, причем некоторые походы называют удачными, некоторые неудачными или не столь удачными. И, собственно говоря, прогноз Яна Гейла по поводу того, насколько удачным в Дании, в вашем родном городе Копенгагене, воспримут ваш поход на Москву. Спасибо. Ну, знаете, мне ничего не известно о не столь удачных походах, но я поговорю с министром, когда вернусь домой. Ну, может быть, следует сказать следующее. В городе, например, мы подготовили огромный отчет, и они нам сказали: «О, отлично, мы все сделаем», но так ничего не сделали. Прошло 10 лет, и теперь они активно все это внедряют. То есть сначала им потребовалась смена правительства, им нужно было все это по-британски проанализировать, и только потом они начали над этим работать. То есть мы видим, что изменения, например, в Нью-Йорке, правительство эту книгу взяло, когда еще типографская краска не высохла. То есть все это очень зависит от менталитета. Там они все сделали за 7 лет. В Копенгагене мы все это сделали за 50 лет, мелкими шагами, но зато очень длинный путь. В Мельбурне все это было сделано за 20 лет. То есть во всем мире города очень различаются, но самое главное, что города служат для людей. И поэтому во многих городах к людям относились не очень хорошо. А теперь продолжительность жизни растет, и горожанам хочется, чтобы к ним относились лучше, им хочется, чтобы в их городе можно было жить. То есть речь идет о том, почему Homo sapiens начал строить города. Неужели для того, чтобы там было удобно автомобилям или бизнесменам, или горожанам? Я считаю, что самое главное — это горожане. На завершение нашей сегодняшней беседы. Я надеюсь, все-таки изменения в Москве будут не через 20 лет, а через 7, а может быть даже и через более короткий срок. Спасибо вам. Ждем вас снова в пресс-центре РИА Новости.